Здравствуйте всем! Как-то я снимала видео о гродненских мостиках. Тема оказалась интересна, и в комментариях попросили снять продолжение. Что ж, в этом видео я продолжу рассказ о наиболее интересных мостиках в городе, покажу старые фото, как они выглядели раньше, расскажу их историю. Некоторые мостики уже исчезли с карты нашего города, но остались фотографии и интересные истории о них. Так что если заинтересовало, то присоединяйтесь. И первый мостик, о котором хочу рассказать, это так называемый чертов мостик, который находился вот здесь. До середины 20 века современная улица Ленина была пешеходной. Не существовало моста, по которому мог проезжать автотранспорт. И для того, чтобы перейти с улицы Ленина, тогда Софийской, на улицу Ожешко, надо было пройти по пешеходному мостику, который находился позади дома Элизы Ожешко. Тут существовал простой деревянный пешеходный мостик. Он имел давнюю историю и был овеян легендами и преданиями. Назывался он в народе «Чертов мост». На карте города впервые он появился в 1823 году. Через речку Городничанку был проложен деревянный мостик, и он был исключительно пешеходным. Трудно сказать, когда он получил свое народное название, но уже в 1920-е годы о проблемах, с которыми сталкивались горожане, проходя по нему, писали газеты. Газеты сообщали, что ходить по мостику не только страшно, но уже и просто небезопасно. Неожиданно под ногами ломались доски, мостик имел наклон, и в зимнюю пору, когда на мостике нарастала наледь, можно было проехаться сверху вниз кубарем, рискуя свернуть шею, либо вовсе оказаться в воде. Ни один из гродненских мостиков не породил столько легенд и преданий, как чертов мостик. Существует легенда, о которой в то время писала местная газета «Губернские ведомости» в рубрике «Происшествия». Летним вечером чиновник возвращался из поздних гостей домой и решил сократить путь по чертовому мостику, так как был не робкого десятка, и, увидев при свете луны убегающие вниз ступеньки, начал спуск. Дойдя до середины моста, услышал, что сзади его кто-то догоняет, и решил, не оглядываясь, отступить в сторону, дав дорогу. Мимо пробежал человек в черном и остановился перед прохожим. Черный господин облокотился о перила и, глядя путнику в глаза, стал бросать в реку золотые монетки. Монеты со звоном сыпались вниз. Прохожий схватился за нательный крест и начал молиться. Лицо черного человека исказилось злобой, мост начал сильно трястись и раскачиваться. И тут, как назло, или наоборот, к счастью, к мостику стала приближаться компания загулявших молодых людей. И, использовав подходящий момент, чиновник перекрестился и побежал им навстречу, чтобы предупредить и задержать, но своим абсолютно белым лицом только испугал прохожих. Как добрался домой, не помнил, но, увидев его, родные онемели. Перед ними предстал абсолютно седой человек. А на утро в губернских ведомостях вышла статья, что под утро патруль у деревянного мостика обнаружил 2 человек. Тело одного из них оказалось лицом вниз в воде, у самого берега. Человек утонул, а второй все время переворачивал в воде камни, пытаясь что-то найти. Попытки патруля уговорить его выйти на берег результатов не дали, и пришлось вывести его силой и припроводить в смирительный дом. По пути он постоянно вырывался и бормотал про себя о каких-то золотых монетах и отказывался покидать место происшествия. Уже в конце 1950-х годов возникла необходимость выпрямления улицы Ленина и строительства нового моста с возможностью проезда по нему автотранспорта. Напомню, до этого времени современная улица Ленина была пешеходной, и автотранспорт проехать к улице Ожешко не мог, и только чертов мостик помогал перебраться на другую сторону центра города. Так наступил конец чертова мостика, и строительство моста по улице Ленина было завершено в сентябре 1960 года. И улица была открыта для движения автотранспорта. Сегодня о чертовом мостике здесь ничего не напоминает, но знаю, что на канале есть зрители, которые помнят этот мостик. Напишите в комментариях, поделитесь своими воспоминаниями. Так ли все было, как писали в прессе в те дни? Может быть, у вас есть какие-то свои интересные, связанные с ним истории.
Наш следующий, находившийся примерно здесь мостик, назывался Московский, и он тоже исчез с карты нашего города. Когда-то для того, чтобы пройти от вокзала к центру города, нужно было пройти по мостику через Городничанку. Мостик находился между домами 47 и 49. Он прекратил свое существование в начале 1970-х годов, после начала строительства дома 42. Находился он примерно вот здесь и выглядел вот таким образом. Сначала он был деревянный и существовал на плане города с 1780-х годов и назывался мостик по Изерской корчме Раскоша или мост по Раскоши, тогда так называлась эта улица, и лишь в 60-е годы получил свое звучное название Московский. После ливневых дождей деревянный настил уносило, его ломало, его ремонтировали, и в 1914 году было принято наконец решение заменить настил на железобетонный. Но планам помешала Первая мировая, все чертежи были эвакуированы в Россию, и в 1924 уже польское правительство приняло решение о строительстве нового моста. Старый деревянный был разобран, и появился мостик железобетонный с коваными перилами, работы, вероятнее всего, гродненских мастеров. От уровня воды в летнее время его высота составляла 3 метра, но во время бурных дождей, а Городничанка превращалась довольно в широкую реку в этот момент, и этот просвет в 3 метра полностью исчезал, потому как было уже сказано выше, в 1970 году он и прекратил свое существование. А под домами, спрятанная в железобетонную трубу, протекает речка Городничанка, которая уходит здесь под землю и вновь вырывается на свободу возле самого зоопарка. Бетонный коллектор был проложен в начале 1970-х годов под улицами Ильича Ожешко, 1 мая и Тимирязева. И сегодня здесь также ничего не напоминает о Московском мостике. Осушение ключей, которые питают Городничанку в районе зоопарка в 1960-е годы, сделали свое дело. Речка уже не такая полноводная и грозная и спокойно протекает в коллекторе под Привокзальной площадью. Следующий наш мостик на улице Рыбацкой прямо под Замковой горой. Это сейчас Замковая гора выглядит вот так, а раньше на старых фотографиях можно было рассмотреть многочисленные дома местных жителей. В XIX веке здесь имелись многочисленные жилые постройки, и для того, чтобы перебраться через речку Городничанку, которая впадает здесь в Неман, естественно, тоже нужен был мостик. В 1900 году впервые на карте указан мост у впадения Городничанки в Неман. Сейчас это мост, соединяющий улицу Рыбацкую с набережной у Старого замка, и долгие годы, как видим, он был деревянным. И так как зимы в то время были не чета теперешним, каждую весну лед на Немане таял и мостик заливало. Сохранились фото, где можно увидеть, что мостик полностью скрыт под водой. Естественно, он постоянно находился в аварийном состоянии, и его кое-как ремонтировали и эксплуатировали дальше. А набережная всегда была излюбленным местом прогулок для горожан, и мост было решено заменить на железобетонный. Ситуация изменилась только в 1980-е годы. Он дождался капитального ремонта, был огорожен кованой оградой и заасфальтирован. Но, как помнят гродненцы, ситуация немножко изменилась, и в январе 22 года он тоже был признан аварийным и закрыт для движения. И очередной капитальный ремонт мостика уже случился совсем недавно. Теперь мост на Рыбацкую выглядит вот так. Жаль, что, конечно, до сих пор он не имеет названия. Власти города обещают, что скоро правонабережную благоустроят, и это место снова станет одним из любимых мест для прогулок горожан и туристов. Недалеко от моста на улице Рыбацкой, если подняться выше по течению речки Городничанки, можно увидеть мост в Калужский парк. Это сейчас он необычного розового цвета, видите, там вдалеке, а когда-то все было иначе. И как вы уже поняли, наш следующий мостик – это мост в Калужский парк с улицы Большая Троицкая.
Этот мост в тот виде, в котором видим его сейчас, был сдан в эксплуатацию в 1978 году, одновременно с завершением строительства Дворца пионеров и школьников. А до этого здесь был деревянный мост, соединявший тогда улицу Олега Кошевого, сейчас это Большая Троицкая, с парком у Калужи. В Калужском парке, тогда он назывался немножко по-другому, в 1965 году построили колесо обозрения, и попасть к нему из центра города можно было только по деревянному мосту через Городничанку. Все меняется, время не стоит на месте, и с развитием технологий деревянные мостики заменяют на железобетонные конструкции. Меняется ландшафт, и сегодня мы имеем возможность прогуливаться в Калужский парк из центра города с гораздо большими удобствами. С мостика открываются красивые виды на парк и здание синагоги на горе. А кто помнит этот мостик деревянным? Напишите в комментариях. А дальше мы с вами перенесемся на левонабережную часть города, и следующий у нас мостик – это мостик на улице Горновых. Улица Горновых – одна из главнейших улиц Занеманской части Гродно, и впервые контуры улицы показаны на плане города 1882 года. А вот привычная нам трассировка улицы появилась после завершения строительства моста в начале 20 века. Улица получила название Липовая. Тогда же началась ее застройка, и появился над ней металлический мост, соединявший разрезанную на две части улицу Казачью, нынешняя улица Дарвина, и мост соединял дорогу к костелу и монастырю францисканцев. Отсюда открываются великолепные виды на Неман, и находятся две смотровые площадки. Точную дату постройки мостика мне узнать не удалось, скорее всего, начало 20 века, но на старых фотографиях времен оккупации Гродно мостик присутствует. И даже не очень сильно пострадал в годы войны, не то что главный мост, который гродненцы называют старым. Мостик продолжает эксплуатироваться и по сей день. И, как мы видим по фотографиям, остался даже в том же неизменном виде. Безусловно, и это еще не все мостики города. Многие не имеют названия и служат не только для удобства горожан и туристов, но и придают нашему городу очень живописный вид. Вот такое видео получилось. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, рассказывайте свои истории. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!